После многих лет, проведенных в разъездах по разным странам, Алексей, наконец, решился приехать домой без предупреждения. Ему хотелось увидеть улыбку матери и провести вместе хотя бы один день. Небо было чистым. Теплое солнце ласкало землю, когда серебристый внедорожник медленно подъехал к деревянным воротам старого особняка. Алексей вышел из машины, глубоко вдохнул запах цветущей сирени и на мгновение закрыл глаза. Сердце его наполнилось теплом. Здесь прошли его лучшие годы детства. Он вошел в дом, стараясь ступать как можно тише. В памяти всплыли картинки, как он носился по этим длинным коридорам босоногим мальчишкой, как мать встречала его у порога после работы. Но внезапно идиллия была разрушена резким женским голосом. Он звучал жестко, грубо, в нем слышались раздражение и злость, и явно это был не голос его матери. Алексей замер и прислушался. Голос доносился из большой комнаты. Он сделал несколько шагов и увидел сцену, от которой кровь закипела. Его мать, посидевшая немного сгорбленная, сидела в любимом кресле у камина. Перед ним стояла сиделка по имени Лаура, молодая женщина в строгом костюме. Лицо ее было искажено злобой, слова вырывались, словно удары. Она кричала на старушку из-за какой-то пустяковой оплошности. За пролитый кофе. В каждом ее упреке сквозило презрение, и в ее глазах не было ни капли сочувствия. Алексей почувствовал, как в груди закипает ярость. Его воспитывали в уважении к родителям, и видеть, как кто-то позволяет себе так обращаться с матерью, было выше его сил. Он решительно подошел к Лауре. Его шаги были почти не слышны, но в каждом из них ощущалась угроза. Не говоря ни слова, он крепко взял ее за руку и повел к выходу. Лаура попыталась возразить, заговорила быстро и сбивчиво, но Алексей даже не стал слушать. Он открыл дверь и буквально вытолкнул ее на улицу. Без вещей, без денег, без права вернуться. Все, что у нее осталось, пустая дорога позади и мучительное осознание того, что в одну секунду она потеряла все из-за собственного высокомерия. Дверь захлопнулась. В доме вновь воцарилась тишина, нарушаемая только треском поленьев в камине и мерным ходом старинных часов. Алексей обернулся и встретился со взглядом матери. В нем было и удивление, и глубокая благодарность. Алексей подошел ближе, опустился на колени у кресла и взял в свои ладони ее натруженные руки. В этот миг он понял: все командировки, деньги и карьера не значат ничего, если рядом нет тех, ради кого стоит жить. И он твердо пообещал себе, что отныне будет приезжать гораздо чаще, чтобы больше никогда чужой голос не нарушал покой его матери. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.